Добрый день, друзья! Сегодня пересадим с вами орхидею номер 1. Это наши экспериментальные орхидеи. Их было 5. Ссылочку на плейлист о всех этих орхидеях я оставлю в правом углу экрана и под видео. И в первом закрепленном комментарии ссылки на мою группу ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Это если что-то случится с Ютубом, чтобы не потеряться. Подписывайтесь. И сегодня об орхидее номер 1. Ее нужно пересаживать. И хочу вам показать, что происходит сейчас с этой орхидеей. Я вам все время показывала один листик, который у нее изначально половинка листа была очень сморщенная и с пожелтением. Вторая половинка была более плотная, но сейчас орхидея решила этот лист отсушить. Я даже боюсь к нему притрагиваться, он действительно отрывается. То есть орхидея забрала из этого листа все, что ей нужно было для ее жизни. Она перераспределила свои ресурсы, и этот лист отсушила. Осталось от листа вот такое желтое основание. Его тоже нужно сразу убрать. Я хочу это сделать еще до того, как я буду разбирать орхидею. Оно еще мягкое, влажное, но все равно я сделаю надрез посередине. И растяну этот листик сначала в противоположные стороны, но так как у нас и здесь есть корень, и здесь два корня, отрывать я не буду. Я еще сделаю один надрез и убираю этот лист. Видите, на листе, даже не на этой части, а вот на этой, видно вот такое почернение. На самой орхидее, на основании такого нет. Но на корне стало что-то сухое и желтое. Может, вот здесь что-то есть. Сейчас я присмотрюсь. Нет, этого ничего страшного здесь нет. Здесь на листе была такая трещина, и просто свет проходил в эту трещинку. Он был надорван, этот лист, поэтому здесь есть такой же свет, как и у листьев. Но из-за вот этого пожелтения листа на корне, на новых корнях появилась какая-то сухость. Ну, я и говорила, что я хочу ее пересадить, но сейчас просто срочно надо пересадить. Также разрезаю и также растягиваю в разные стороны. Если не получается, делаем еще один надрез. Нам нужно не травмировать корни. С корнем здесь ничего не случилось, просто виламент стал подсыхать. Это нужно все убирать, чтобы виламент так не подсыхал. Не нужно отрывать силой. Проще еще сделать один надрез. И смотреть, в какую сторону, вернее, пробовать, в какую сторону листик снимается легче. Маленькими, всегда маленькими кусочками снимается легче и безболезненно для орхидеи. Остался старый цветонос, он высох, мы его можем сейчас срезать под самое основание. Шея у орхидеи чистая. Вот здесь хотел прорасти корешок, но пока не растет, потому что его закрывал листик, а пробиться он не смог. И кажется, что это черная точка. Вот из этой черной точки при благоприятных для орхидеи условиях может начать прорастать новый корень. А теперь давайте
извлечем орхидею из горшка и посмотрим, что же там было изначально в этом горшке, какие корни смогли нарасти у орхидеи, и пересадим ее. Но сразу хочу вам показать, у орхидеи начал расти маленький-маленький листик. Сейчас попробуем поймать его в камеру. Давно не поливала. Это ломается горшок. Это не ломаются корни. Так, и что же мы здесь видим? Как я вам и говорила, все корни при покупке в горшке были гнилые. Вот эти гнилые корни. Но при этом орхидея растет в этом горшке с ноября. Пытается выпустить корни от шеи. И единственный корень, который нам был виден и вообще был в горшке, это вот этот корень. И продолжался он в горшке. Посмотрите, он был вот такой длинненький. Сколько от этого корня начало прорастать новых корешков. Раз, два, три, 4, 5 корней. Вот это единственный корень, который был на орхидее. Торфяной стакан есть. И он не мешал орхидее растить новые корни. Ну а те корни, которые были гнилые, они так и остались гнилые. Торфяной стакан сухой. Я его сейчас уберу. Корней не так много, поэтому я сделаю посадку немного по-другому. Так, убираем торфяной стакан. Вот этот весь филамент с корней, те корни, которые высохли, вот именно эти тяжи, они вместе с филаменом уходят, отрываются. Вот. А какие-то остаются. Сейчас посмотрим, что останется от этих тяжей. Может, даже ничего не останется. Но это не беда. Корни у нас уже есть. Их не так много, как хотелось бы, но все-таки орхидея их начала растить. Весь гнилой филамен отделяется от этих корней. И вот когда мои подписчики пишут, что все корни в горшке гнилые, и орхидея начинает терять тургор, орхидея начинает погибать. Вспомните, какую эту орхидею мы купили. Листья были без тургора, вот этих листьев не было. И всем кажется, что вот эти гнилые корни сейчас быстро передадут орхидее всю эту гнилостность, наверное, и орхидея начнет погибать, и у нее начнет загнивать шея. Вот если не поливать торфяной стакан, если его не держать мокрым все время, то эти гнилые корни никакую гниль на шею не передадут. Для чего мы поливаем орхидею все время по краю горшка, и если есть хоть один живой корень, мы на него немножко брызгаем водичкой. Для того, чтобы под
основанием орхидеи оставалось сухо, и тогда никакая гниль от этих корней в орхидею не проникнет. Вот что у нас осталось. Тяжи. Я прямо сильно дергаю за тяжи. Если тяж отрывается, значит я его убираю. Если нет, я их оставлю. Я оставлю не для того, чтобы орхидея там получала влагу через эти тяжи, а когда посажу, эти тяжи будут удерживать орхидею в ровном состоянии. Пусть они еще там с ней будут. Ничего в этом плохого не будет. Так, ну что, сейчас я ее промою, уберу оставшиеся части от грунта, и мы с вами ее посадим. И расскажу, в какой грунт я ее посажу. Промывать буду, как всегда, под проточной водой. Ссылку на видео, где я промываю проточной водой орхидеи, я оставлю в правом углу экрана и под видео. Вот так выглядит наша орхидея после того, как я ее промыла под водой. Хочу обратить ваше внимание, и это очень часто задаваемый вопрос. Почему у орхидеи корни, когда доросли до стенок горшка, они начали закукливаться? Во-первых, эта орхидейка, мы, конечно, ее не считаем реанимашкой, но это стопроцентная реанимашка. Посмотрите, какая она осталась крохотная. Как бы мы ни хотели, и что бы мы ни делали, мы купили с вами орхидею вообще без корней. То есть она начинает опять восстанавливаться и жить практически с нуля. И когда она выпустила корень, то есть у нее хватило сил отсушить листья, которые у нее были при покупке. Там, по-моему, еще 2 листика было у нее. Она их сразу отсушила. У нее хватило сил только для того, чтобы вырастить вот эти корни. Дальше у нее сил на это не хватает. Она еще один лист засушила. И раскукленные корни у нее хватает сил держать только на одном корешке. Вот еще мы не заметили корень. Он был под корой, он беленький растет, он вообще света не видел, был весь в коре. Но он тоже начал расти, так что здесь не 5 корней на этом единственном корешке, а 6. Так, возвращаясь к этим корням, у нее не хватает питания. Но корни есть, и когда мы их посадим, она или продолжит их растить, или вот так, как на этом корне, начнет выпускать новые молоденькие. Но это реанимашка, и мы можем с вами сравнить эту орхидею вот с такой маленькой орхидеей от моей подписчицы. Ну, это еще лист сохранился. Но она такая же крошечная. Нам ее восстанавливать и восстанавливать. Растить ей листья и корни и растить. Процесс долгий. Для того, чтобы ее посадить, вот эту черную часть, здесь явно будет много всяких чешуек. Я их все уберу пинцетом. И так как на этой орхидее я один раз сразу после покупки, вот здесь мне что-то не понравилось, какое-то черное пятнышко было на листиках, и здесь я буквально поставила точку максимум. Больше нигде она максимум не обрабатывалась, и вообще никаких ни стимуляторов, ни фунгицидов, ни гормонов, кроме чистой воды из фильтра обратного осмоса, она не поливалась. Оторвался еще один тяж, но здесь видно, что он совершенно гнилой и сухой, черный у самого основания был. Если тяжи отрываются сами в процессе чистки, ну ничего страшного. Вообще нет ничего страшного. Я даже один тяж сейчас вот с этим черным стволиком, основанием отрежу. Не нужен он.
И здесь еще тоже был цветонос. Тоже кусочек отрезаем. Вот что у нас осталось от орхидеи. Теперь нам нужно решить, в какой же грунт посадить такую орхидею. Но я не зря показывала вам вот эту орхидею. Корней мало. Корни нам придется еще наращивать и наращивать. И посадить в постоянный грунт керамзит, как я это всегда делаю, я сажаю в постоянный грунт и в чистый керамзит только здоровые орхидеи и с достаточным количеством корней, которыми они могут себя уже обеспечить питанием. А вот здесь нам еще нужно и корни нарастить этой орхидеи. Поэтому я для нее сделала смешанный грунт. Мне очень нравится в последнее время циофлора. Именно вот для таких маленьких реанимационных орхидей. Во-первых, она содержит в себе очень много микроэлементов, содержит азот, фосфор и калий. Может быть, на данный момент этой орхидеи делать поливы с удобрением немножко рано. А вот циофлора, в которой содержится это все, ей на первом этапе ее жизни и наращивания корней очень поможет. Во-первых, это влагоемкий грунт, более влагоемкий грунт, чем керамзит. Так еще и с микроэлементами. Это не постоянная ее посадка. Может быть, эта посадка будет полгода, может быть год. Все зависит от орхидеи, как она начнет наращивать корни. Я смешала керамзит и циофлору примерно в одинаковых пропорциях. Циофлору промыла. На ней очень много такой рыжей пыли. Ну, наверное, все-таки при транспортировке она трется друг от друга. Нам эта пыль не нужна в посадке, иначе она тоже забьет корни. Я промыла. Вы знаете, что я сажаю во влажный грунт, поэтому я ее не подсушивала. Просто не буду какое-то длительное время после посадки ее поливать. Буду за ней наблюдать. Помещаю орхидейку по центру горшка, причем опускаю ее поглубже в горшок. Вот как корни достают до самого низа горшка, так я ее и помещаю и засыпаю. Почему я так делаю? По очень простой причине. Начнут растить новые листики. Вот этот лист, старый свой, она тоже может очень быстро отсушить. Ну, быстро. Иногда буквально за 2-3 дня отсушиваются листья, а иногда и по 3-4 месяца. Потихоньку орхидея все забирает из этого листика и тогда отсушивается. Она же начнет расти вверх, начнет выпускать новые листья. Если нужно будет, я просто подсыплю этот грунт. Чтобы как можно дольше ее не тревожить в этом грунте. Для нее сейчас тоже будет стресс-пересадка. Каждая пересадка для орхидеи, особенно для реанимашек, является стрессом. Надо постараться, чтобы шея была не в грунте. Даже если насыпала очень много, я постараюсь отодвинуть грунт от шеи. Шея должна быть чистенькая. И вот эти керамзитинки, они здесь лишние. Вот такая посадочка получилась. Красиво, разноцветно. Но такие посадки я использую очень редко. И только для вот таких реанимационных орхидей, вот таких, где это необходимо. Большие орхидеи, здоровые, я не сажаю с циофлорой, потому что это действительно сильно влагоемкий грунт, и в любом большом горшке поливать крайне сложно. Почему я делаю временную посадку? Но мне кажется, что этой орхидее нужно нарастить корни, листья, и только потом посадить ее в чистый керамзит, когда она будет
взрослой и здоровой. А как часто я делаю пересадки своим орхидеям? Раз в 3-4 года. Но больше всего это зависит от орхидеи. Как она растит корни, как она растит листья. Все надо принимать во внимание. И в последнее время много вопросов. Где же моя орхидея Эсми с 2 детками? Что с ней происходит? Она всегда стоит вот на этом месте, но цветет она недолго. Она цвела вместе с моими орхидеями со всеми почти 3 месяца. В этом году у нее было 3 цветоноса. Доцветает последний цветонос. Вот второй я еще не обрезала. Вот эти 2 крупные детки. Вот одна детка. Это чаще всего дает 1 цветонос. И вот вторая детка, которая находится выше. Это прямо у самого основания, а это немного выше, из-под листа. Она дает обычно 2 цветоноса. Этот цветонос закончил свое цветение, этот заканчивает. Вот мама. За эти 2 года мама не нарастила ни одного листика. Даже начал пропадать лист от точки роста. Я его обрабатывала привикуром, потому что мне не понравилось вот этот такое какое-то грибковое заболевание. Сейчас на нем ничего нет, и она не передала это грибковое заболевание своим деткам, и я не боюсь их трогать. И после цветения вот эта нижняя детка выпустила уже большой лист, а это сейчас начинает растить новый листик. И вот когда я пересаживаю орхидеи, прошло 2 года. Смотрите, сколько корней. И у деток. Ну, у мамы корни в основном все в горшке, а вот это корни деток. И я думаю, что после того, как она отцветет, ее нужно пересаживать. И, может быть, даже маму от них убрать. Вот эту пересадку я вам обязательно буду показывать. Покажу, как росли корни в горшке, как мы будем укрощать корни деток, будем ли мы разделять этих деток или постараемся посадить их опять вместе. Мне очень нравится, как она в этом году цвела. У нее были все 3 цветоноса в одну сторону. Такой красивый был букет. Не хотелось бы мне их разделять, но посмотрим, что с ними делать. Вот так растут корни. И это основная посадка. И здесь никаких циофлор у меня не было. Поэтому вот эти 2 маленькие орхидейки теперь растим и экспериментируем с посадкой с циофлорой. Ну, в этой растут корни. Я вам показывала, как начали расти корни от шеи. Вот так 4 корешка и продолжают расти. А за этой орхидеей, называется она Савион, мы будем наблюдать с вами дальше. Пересадили все 5 орхидей, все наших 5 уценок, но продолжаем за ними наблюдать. Обязательно раз в месяц, теперь все 5, все вместе буду вам показывать. Если вам интересно узнать продолжение этой истории, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и вам будет приходить оповещение о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!